Как политик, я выступаю за любые возможные меры, которые позволят не допустить нового вторжения в Украину и прекратить удары по украинской территории с территории нашей страны. А потому полностью поддерживаю идею о введении миротворцев на границе Украины и Беларуси. И наряду с выставлением режиму Лукашенко персонального ультиматума считаю это предложение введения миротворцев одним из наиболее эффективных возможных решений для недопущения повторного ввода российских войск в Беларусь. При этом крайне лицемерно звучит позиция режима Лукашенко, который якобы выступает за мир и против которого якобы готовится, по словам того же режима, какая-то агрессия со стороны Украины и НАТО. Если режим Лукашенко действительно за мир, если он действительно считает, что на него откуда-то там готовится нападение, режим должен быть первым, кто выступит в поддержку этой инициативы президента Украины. Но вместо этого он устами своего так называемого главы МИД Макея начинает выдумывать сказки, что под видом миротворцев на границе появится контингент НАТО. Так неужели кто-то еще в Беларуси, в Украине, на Западе верит словам диктатора про желание мира и какие-то внешние угрозы для Беларуси? Единственная реальная угроза для нашей страны — это Россия, страна-оккупант. И именно Россия диктует своей марионетке Лукашенко эти лживые нарративы. Потому что именно Россия, которая ведет войну против Украины с использованием белорусского плацдарма, меньше всего нужны миротворцы на украинско-белорусской границе. Ведь их появление сразу же поставит крест на возможности нового вторжения в Украину из Беларуси. А выступая против появления на границе миротворцев, Лукашенко еще раз подчеркивает, что на самом деле он выступает не за мир, а за войну, за российскую оккупацию и за новое вторжение в Украину с белорусского плацдарма.